подземные темницы и пыточные Москвы. На Руси в старину говорили, чтобы город крепко держался, ему надо врастать в землю, Москва не исключение. С первых лет ее основания ей нужны были колодцы, тайные лазы, тайники для хранения ценностей, арсеналы, подземные тюрьмы и некрополи. Под землей устраивали лаборатории алхимики и фальшивомонетчики. Подземные московские катакомбы начали строить чуть ли не с самого основания города, однако создание значительных лабиринтов и тоннелей принято относить к 15 веку, эпохе правления Ивана Грозного, который изрыл всю Россию вдоль и поперек. Была образована целая сеть подземных ходов, соединяющих города и удельные княжества. Сложнейшая система подземных сооружений Москвы воспринималась современниками как чудо, загадка, таинственный лабиринт, войдя в который нельзя выйти. В безмолвии тоннелей и переходов можно и сегодня услышать набат горящего Кремля, хохот Малюты Скуратова и заклинания алхимиков, почувствовать дыхание времени и гигантских крыс. Тут запросто нос к носу можно столкнуться с сатанистами, призраками и кладоискателями. Царь Иван Грозный, боявшийся боярских заговоров и мятежей, чувствовал себя в безопасности только в тайных палатах своего опричного дворца, откуда в Кремль и за город были выведены подземные ходы. Тайные палаты царя сообщались с подземными тюрьмами, где пытали крамольников и супротивцев. Легенды рассказывают, что Грозный царь любил, пройдя по подземным путям, тайно появляться в кремлевских покоях. Археолог Стелецкий в 30-е годы исследовал легендарный Ваганьковский холм, где 400 лет тому назад находился опричный дворец царя. Обследовав территорию, он отыскал несколько колодцев, старинную подземную галерею, замурованную нишу, за которой находились тайник размерами 3 на 2 метра и сгоревший подземный ход. Из подземелья белокаменные ступени винтовой лестницы уводили куда-то вниз. Лестница могла вести либо в знаменитую тайную, где устраивал свои судилища Грозный, либо в подземный ход, ведущий в Кремль. Археолог задумал расчистить лестницу, однако ночью кто-то вдребезги разбил ступени и повредил свод подземелья. Городские чиновники под предлогом угрозы обвала проводить раскопки запретили. Один из самых старейших сотрудников библиотеки вспомнил, что в 30-е годы сотрудники ГПУ обнаружили в подвале здания подземный ход, а спустившись туда, нашли спрятанное там огнестрельное оружие. В 30-х годах возводимое здание библиотеки имени Владимира Ильича Ленина дало первые трещины. Археологи полагали, что трещины появились как из-за строящегося под ними метро, так и из-за наличия под землей старинных построек и подземелий. В наше время на территории дома Пашкова проводились геофизические исследования. Приборы выявили странную аномалию. Сделанные шурфы обнаружили уникальный объект, который еще не встречался на территории Москвы. Огромный, выложенный белым камнем колодец глубиной 25 метров. Поскольку аналогов находки нет, в прессе тут же появилось множество версий его происхождения. Первым делом Либерея Грозного, потом подземная темница, тайный масонский притон и так далее. Это уникальное сооружение вполне может быть входом в подземелье древней Москвы. Подтверждением этой версии могут служить следы спиральной лестницы, шедшей когда-то по стенкам колодца, от которого во все стороны расходятся подземные галереи. Одна из них вполне может привести к библиотеке Грозного, но работы по расчистке были прерваны, и тайна колодца так и не была раскрыта. По словам руководителя московских диггеров Вадима Михайлова, в подземелье у Боровицких ворот они увидели в стене небольшую дверь с маленьким отверстием и просунули туда телеглаз. На мониторе высветились сундуки, походившие по описанию на сундуки из государственной библиотеки, но внезапно прорвало водопровод, и в результате чего затопило весь район. Возможно, это была подземная камера, так или иначе связанная с таинством Либереи. По примеру Грозного, бояре и ближайшие сподвижники соединились с Кремлем в свои московские хоромы. Малюта Скуратов, главный палач царя, делал тайники в своих владениях на Солянке и Берсеневке. При строительстве дома на Солянке на месте Скуратовского подворья нашли в 1906 году подземный ход с подземным колодцем. На глубине около 7 метров рабочие откопали древний колодезный сруб в мрачном подземелье. Сняв 6 метров сруба, нашли костяк лошади, а под ним скелет мужчины в сапогах с загнутыми носами. Здесь же лежали девичья коса, женский сапожок и тиски для пыток. Дворец Василия Голицына, первого министра и канцлера царевны Софьи, стоял на месте Государственной Думы. Он был снесен в 1933 году при строительстве дома Совнаркома. Незадолго до этого, в 1925 году, археологи изучали подвалы дворца князя. В подземельях были найдены тигли, различная лабораторная посуда. Тигли, найденные в подземелье, использовались для плавки золота и серебра. По мнению археологов, Голицын пытался получить философский камень, а мрачная палата, из которой вели 3 потайных хода, лаборатория алхимика.
О тайниках дворца Голицына говорили разное. Одни утверждали, что тайный ход ведет в Кремль под Теремной дворец, другие считали, что в подземельях дворца существовали пыточные застенки и тюрьмы. Известно, что при конфискации имущества Голицына из тайников его дворца изъяли 100 тысяч червонцев и 400 пудов серебряной посуды. Возможно, что обнаруженные подземелья выполняли роль сокровищниц. Голицынский тайник был перерезан котлованом строившегося дома Совнаркома, а так как его возводили под контролем ОГПУ, то на его территорию археологов больше не пустили. Согласно народной легенде, здесь, у бывших палат Голицына, иногда можно встретить тоскующую по своему возлюбленному царевну Софью. Опальная царевна приходит сюда и молча стоит в подземном переходе, пролегающем как раз там, где, по слухам, был тайный ход между опочивальней Софьи в Кремле и дворцом Голицына. Она вглядывается в лица прохожих, пытаясь увидеть среди них своего пылкого возлюбленного, пережившего ее на 10 лет и умершего в далекой ссылке. Неподалеку от Голицынского дворца находятся палаты боярина Троекурова. Согласно преданию, в них также существовал подземный ход, идущий в кремлевские палаты. Хозяева дома купца Ганешина на Девичьем поле обнаружили у себя в усадьбе подземные галереи и приспособили их для своих нужд. В 1840 году полиция узнала, что тайные ходы используются с преступными целями. При обыске в подземельях усадьбы нашли мастерскую фальшивомонетчиков, после чего ходы по приказу полицейских были засыпаны. Обнаруженный вход в тайник располагался на территории фабрики Гюбнера. Входное отверстие нашли между корнями 3 вековых дубов, возвышавшихся на берегу высохшего пруда. После революции предприятие Гюбнера превратилось в шелкоткацкую фабрику имени Свердлова. Лет 40 тому назад на фабрике начали пропадать рулоны ткани. Дирекция установила строжайший контроль за вывозом готовой продукции, но все было тщетно. Впоследствии стало известно, что расхитители выносили похищенное по подземному тоннелю, приводившему к Новодевичьему монастырю. По слухам, именно под склепами Смоленского собора берет свое начало еще один подземный ход – к Москве-реке. С некрополем в Смоленском соборе связано предание, рассказанное бывшим ризничем монастырского храма, сотрудником МВД. В 1920 году, когда большевики приняли решение о ликвидации Новодевичьего монастыря, игуменья обители Леонида задумала передать в надежные руки монастырские реликвии. Но вынести их из монастыря монахини не смогли. На выходе стоял караул из солдат ВЧК. Не желая, чтобы древние святыни были осквернены безбожниками, игуменья ушла с ними в монастырское подземелье, где замуровала себя, приняв тем самым мученическую смерть. Монахини имитировали захоронение в некрополе и сообщили властям о кончине Леониды. Ризничий утверждал, что он присутствовал при вскрытии захоронения Леониды, когда под плитой в соборе ее останков не оказалось. По преданию, замурованная заживо игуменья время от времени появляется близ Девичьего поля, охраняя монастырские святыни и пугая непрошенных гостей. А нельзя было просто святыни замуровать? О тайных ходах Рождественского монастыря заговорили в 1978 году, когда была убита последняя монахиня обители, инокиня Варвара. Причиной убийства послужили слухи о том, что настоятельница монастыря перед смертью передала ценности из ризницы Варваре. По другой версии, сокровища были замурованы после революции где-то под древними церквами. Убийца Варвары не раз забирался в подвалы и простукивал стены в надежде отыскать драгоценную утварь и долго плутал в подземельях лабиринта. При раскопках в Симоновом монастыре в 1929 году нашли засыпанный вход в заброшенную подземную монастырскую темницу. Она представляла собой коридор, по обеим сторонам которого находились каменные мешки и пыточные, камеры в рост человека, наглухо заколоченные, имевшие только отверстия для подачи пищи. В 1980 году в подвале первой в Москве электрической станции на Большой Дмитровке был найден замурованный вход в древнее сводчатое помещение. В огромном мрачном подземелье имелись дыба, клещи, плети, цепи и прочие орудия пыток. Рабочие сломали дыбу и выбросили на свалку все, что нашли в подземелье. Раньше эти подвалы принадлежали Георгиевскому монастырю, рядом располагалась усадьба князя Рамадановского, который в отсутствие Петра I правил государством и творил суд над своими врагами. Вероятно, он и приспособил подпыточную монастырское подземелье. Рассказывают, что когда в 1935 году монахини узнали, что на завтра назначен снос монастырского храма, укрыли самые ценные иконы в подземелье. Судьба этих спрятанных святынь до сих пор неизвестна. В 1889 году при разрушении старых гостиных рядов на Красной площади на глубине 5 метров открылось 5 древних сводчатых камер. Под лавками суконной линии на глубине уже 7 метров обнаружили еще 6 палат.
Они располагались друг над другом в 2 этажа. Одни помещения сообщались между собой небольшими полукруглыми окнами, вторые соединялись коридорами, а у третьих не было ни окон, ни дверей. При раскопках археологи нашли старинный 16 века шлем, большой клад серебряных монет и человеческие скелеты. Почти все старинные здания в Китай-городе имеют обширные в несколько ярусов подвалы. Так, старинное подворье, расположенное на Никольской улице, уходит вниз на несколько этажей. Правая часть входа изобилует огромными арками, заложенными кирпичом. За закладкой открывается подземная улица, уходящая вдаль. Под подземными улицами внизу палаты 3-метровой высоты. Ходят слухи, что подвалы подворья 4-ярусные. До революции ярусы соединялись спусками, по которым свободно проезжали телеги. Интересная подземная загадка связана с домом номер 2 в Богоявленском переулке. В 1924 году при ремонте отопления в подвалах рабочие нашли 3 каменных гроба с останками. Вопреки церковным правилам, предписывающим хоронить людей головой на восток, изголовья гробов сходились в одной точке. Там из них были проделаны своего рода вытяжки, соединяющиеся с трубой, проходящей через древнюю стену до высоты 1-го этажа. Исследователи предполагают, что здесь некогда произошло зверское погребление живых людей, для продления мучений которых нарочито был оставлен приток воздуха в гробы. Когда на следующий день археологи явились в подвал, саркофаги оказались скрытыми под горой угля. По мнению диггеров, город – огромное чудище, на сотни метров вросшее вглубь земли. На поверхности кажется, что город принадлежит людям, в его утробе это ощущение пропадает. Летом 1995 года диггеры обнаружили в одном из подземных водостоков столицы действующий алтарь сатанинской секты. Здесь же находился пожелтевший от времени человеческий череп. Один из диггеров, Григорий Касьянов, как-то натолкнулся на сатанистов, проводивших ритуальные таинства. На подставке лежала обнаженная женщина с мечом на животе. Вокруг горели черные свечи и стояли люди в черных одеждах и масках. Руководитель секты держал в руках чашу, макал в нее помазок и брызгал на женщину красной жидкостью. Вокруг была мерзкая плесень, разбитая мебель, увешанная клочьями рваной паутины, огромные тараканы, крысы и прочая нечисть. Ну, в это я не очень верю, возможно, это просто выдумка для привлечения внимания. Сегодня подвальное помещение дома номер 12 по Никитскому бульвару затоплено горячей водой, а в конце 1970-х годов здесь было сухо и тепло, что, очевидно, и привлекло хиппи, поселившихся тут. Перед Олимпиадой 80 опера выбросили неформальную молодежь на улицу, проходы замуровали, а на двери навесили замки. Из подвалов дома на Страстном бульваре можно пройти под землей вдоль всей Малой Дмитровки. В 1980 году оперотряд попытался захватить в этих лабиринтах наркоманов, но те исчезли, словно испарились, оставив после себя рваные телогрейки и дымящиеся окурки. В подвалах дома номер 4 на Страстном бульваре нашли пристанище бомжи. Сегодня бомжатник разгромлен, на полу поломанная мебель и пятна крови. Заброшенное бомбоубежище в Гранатном переулке выбрали анархисты, жившие год в одном из помещений. Такие же коридоры встречаются и в домах на Пятницкой улице. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.